Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку в коробочке Premium Classics в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим чешский троллейбус Škoda 9TR, и данная масштабная копия появилась в продаже в середине 2020 года. И в России тоже продавались такие модели в коробке Start Scale Models, и у ССМ модель была представлена 20 мая 2020, и ее рекомендованная розничная цена составила 6950 рублей. Довольно большая сумма, и в Европе эти троллейбусы стоят не намного дороже. Цена варьируется от 100 до 120 евро. Можете перевести по нынешнему курсу, сколько это будет в рублях. И у ССМ троллейбус вышел в двух вариантах окраски. Первая машина была с юбкой красного цвета и бежевым верхом, и второй троллейбус был желтого цвета с красными каемочками сверху и снизу. И у Premium Classics такая машина вышла в трех вариантах окраски. Две модели очень похожи, бежевого цвета, у них незначительные отличия и отличаются маршруты. И третья машина была бежевого цвета с коричневой юбкой. И последнюю модель я уже давно не видел в продаже, видимо, она у европейцев пользовалась большим спросом. Я давно хотел такую модель в свою коллекцию, но думал, в каком цвете приобрести данный троллейбус, потому что в той окраске, в которой машины работали у нас, модели не вышло. И в целом мне эта модель довольно понравилась, хотя есть некоторые нюансы, которые, на мой взгляд, можно было изготовить и лучше. И у Костромы, как всегда, отличная задумка, но посредственное качество исполнения. И подобный троллейбус также выпускался чешской фирмой Fox Toys. Там модель была выпущена ограниченным тиражом, у нее довольно внушительная цена в 24 тысячи рублей, и в плане проработки та модель уступает этому современному китайскому изделию. Я помню, в начале 90-х годов в одном модельном магазине я видел еще один похожий троллейбус, только сделанный из картона. И это была вполне приличная масштабная копия, на то время у нее была заоблачная цена, так и не решился взять ее в свою коллекцию, возможно, и жалею об этом, но больше таких моделей из картона я ни разу за свою практику не встречал. И сложно сказать, кто делал ту масштабную копию. Здесь довольно большой дисплей-кейс, это коробочка от Start Scale Models, картонка выполнена в стилистике Premium Classics. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Эту модель разработал Madimio Engineering, естественно, она изготовлена в Китае. Есть наклейка с наименованием прототипа Škoda 9TR и артикул, по которому можно найти данный троллейбус в интернете. И у ССМ и Premium Classics также есть более современный троллейбус Škoda 14TR, и вторая модель тоже есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, на вторую масштабную копию я в будущем тоже сделаю детальный видеообзор. И как и с этим вариантом, тоже долго думал, в какой схеме окраски взять вторую машину, потому что не было точного окраса местной техники, которая работала у нас в свое время. Но тот троллейбус тоже мне в плане проработки в целом понравился. И здесь также в боксе поставляется страховочный блистер, но он особо не помогает при транспортировке. И я замечал у многих коллекционеров, которые получали данную масштабную копию, модель приходила с различными повреждениями, потому что здесь довольно тяжелый троллейбус, он срывается с крепежных винтов, и модель под своим весом разбивает хрупкие детали. И у меня тоже один элемент был немножко сломан, это поручень с правой стороны, я его уже подклеил, и в принципе это не столь заметно. Так что если вы будете заказывать данную масштабную копию, обязательно проследите, чтобы ее достойно упаковали и, возможно, проложили дополнительно каким-то поролоном, если она и сорвется, чтобы не повредились мелкие детали. Если вы посмотрите на корпус данной масштабной копии, то здесь вполне хорошая покраска, расшивка не залита, также отсутствуют подтеки на лакокрасочном покрытии, вполне четкие разделения между разными цветами. И здесь также не наблюдается пятнышек клея, во всяком случае в самых видных местах.
Но есть моменты, которые мне не очень понравились, и первое – это проработка салона. Да, здесь каждое сиденье в виде отдельного окрашенного элемента, но если посмотреть, здесь очень отчетливо видны столбики крепления, днища корпусу троллейбуса, и, на мой взгляд, эти элементы можно было расположить в менее заметных местах, например, под панелью приборов или под задними сиденьями. А такой вариант, конечно, портит общий вид модели. И здесь троллейбус немецкого города, и вторая масштабная копия от этой отличалась тем, что у нее бампера были окрашены в цвет корпуса, и, по-моему, крыша была не серая, а тоже песочного цвета. Других видимых отличий между двумя моделями я не обнаружил. И здесь также отличная проработка колесных дисков, они окрашены серым цветом, также прекрасные покрышки, у которых читается маркировка, нормальный протектор, и не вижу смысла на этой модели резину менять на аналог от Maestro Models. И, по-моему, у Maestro Models нету подходящих покрышек под этот общественный транспорт. Если вы посмотрите, здесь также нанесли небольшие декали с надписями, есть герб, поворотник здесь в виде прозрачного элемента, также есть номер 36 на боковине справа. И у этого троллейбуса стеклоочистители сделаны из фототравления и окрашены черной матовой краской. Но еще один момент, который мне не очень понравился, это довольно крупные отверстия для установки стеклоочистителей. И вообще странно, если ставятся дворники из фототравления, то не обязательно сверлить отверстия, их можно просто аккуратно приклеить. Ведь это не пластиковые детали, которые должны вставляться в крепежное отверстие. Также здесь есть небольшие поручни, они отлиты вместе с корпусом троллейбуса. В целом довольно хорошо смотрится осветительная техника. Есть серебристая подложка, отсутствуют черные точки. Также на линзе присутствует рассеиватель. И надпись «Шкода» здесь нанесена методом тампопечати. Поворотнички имеют сектора оранжевого и прозрачного цвета. Также вполне хорошо сделан значок «Шкода». Очень отчетливо виднеется логотип. И у этого троллейбуса установили регистрационные номерные знаки. И на тех машинах, которые работали в моей стране, номерные знаки не ставились. А в некоторых странах принято на электротранспорт тоже устанавливать регистрационный номерной знак. И напишите, в вашей стране на троллейбусах стоят номера или нет. Также с левой стороны здесь присутствует небольшая подножка, есть маршрут, габаритные огни здесь просто обозначили белой краской. Эти детали тоже можно было сделать более изящно, и мне понравилось, как сделана верхняя часть данного троллейбуса. Здесь присутствует короб с вентиляционными решеточками, и также здесь рабочие токоприемники. И это детали от более ранних троллейбусов, и похожий набор также был под названием АВД дополнение, и по длине эти штанги точно такие же, как на троллейбусах ЗИО. И, возможно, у настоящей машины немножко другой дизайн этих элементов, но здесь опять же унификация и экономия производства. Но это вполне хорошие детали, например, на моделях троллейбусов от Classic Bus токоприемники смотрятся более просто, там пластиковая деталь, не всегда ровная, а здесь, повторюсь, металлические детали с пружинками, и они полностью функциональны. На задней части также установлены две катушки, они сделаны единым целым с корпусом. Конечно, их тоже можно было сделать более изящно, например, сделать также троса, а здесь почему-то сделали такое упрощение. Присутствуют задние фонари, обозначены сектора поворотников, огни заднего хода, стоп-сигналы, катафоты и габариты сзади нанесли тоже краской. Есть еще регистрационный номерной знак. Его можно было сделать тоже более ажурно. Здесь обычная декаль, и этот элемент можно было сделать из фототравления. За эту цену, я думаю, это было бы вполне оправдано. И если вы посмотрите, то здесь также отсутствует расшивка
и какая-то детализация внутренней части. И по-хорошему, если нужно делать доработку, вам придется разбирать эту масштабную копию, и не всегда это получится, потому что зачастую китайцы приклеивают внутренности к корпусу. И также мне понравилось, как здесь сделано рабочее место водителя. Окрашена панель приборов, присутствуют различные датчики, вполне симпатично смотрится рулевое колесо, и зеркала заднего вида здесь сделаны из пластика, и само зеркальце в виде самоклеющейся фольги. Вот такая вполне хорошая масштабная копия, которая украсит вашу коллекцию, если вы поклонник общественного транспорта. Конечно, можно было сделать эту модель и лучше, но для костромских брендов это тоже некий прорыв, и эта модель отлично передает образ настоящего прототипа. И пишите ваши комментарии, есть ли в ваших коллекциях похожий общественный транспорт, что вы думаете о данной Шкоде 9TR в коробочке Premium Classics. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!